Я держал за руку человека, которого 5 днями ранее сбил трамвай. Из-за своей бедности он оказался на койке в благотворительной клинике для нищих. В юности он любил красивые одежды, хорошую еду и разговоры, но с годами он полностью посвятил себя архитектуре. А под конец – строительству великого храма Саграда Фамилия. Привет! Вы на канале Рукавешка, канале про путешествия, культуру и историю. Сегодня мы поговорим про человека, которого вы точно знаете. Даже если вы никогда не были в Барселоне, вы видели эти пряничные домики, эту знаменитую мозаичную ящерицу, этот бесконечный храм, который строят уже больше 100 лет. Поговорим об Антонио Гауди. Почему Пикассо и Оруэлл желали, чтобы Саграда Фамилия была взорвана, а Сальвадор Дали считал Гауди своим учителем? Мы разберемся в мифах, был ли он масоном и какие тайные знаки оставил в своих работах. И главный вопрос, как можно почти 100 лет продолжать строительство храма Саграда Фамилия, если все его главные чертежи были сожжены еще в 1936 году? Это не будет скучная лекция, это будет история о страсти, вере, гениальных инженерных решениях и трагедии одного из самых загадочных архитекторов в истории. Обещаю, после просмотра этого видео вы посмотрите на его здание другими глазами. Поехали! Строится так, как будто это величайший там храм в мире. А этого добивался Антонио Гауди. Как так можно строить вообще? Он вел отшельнический образ жизни. Все приняли его за бомжа, и никто его не узнал. Желтый — это цвет стыда, а черный — цвет скорби. Он практически становится вегетарианцем. Все творчество Гауди является порождением употребления вот каких-то таких веществ. Есть еще очень много некрасивых сплетен о нетрадиционной ориентации Гауди. Человек соприкасался с чудом. Все свои сбережения Гауди начинает жертвовать на постройку Саграды Фамилии. Храм, который строится на пожертвования и по сей день. Тех, кто сейчас только в детский сад ходит, вот, может быть, они только по достоинству оценят Гауди во всей его красоте. Он Саграду Фамилию строил сверху вниз. Самое главное – оставаться собой. Потребуется столетие для того, чтобы воплотить в жизнь этот проект. Перед тем, как покинуть свою мастерскую 7 июня 1926 года, Антонио Гауди обратился к своему ученику со словами, полными, как мы теперь понимаем, горькой иронии. «Висенте, приходи завтра пораньше, мы будем делать по-настоящему прекрасные вещи». Эти прекрасные вещи мастер так и не сделал. В 18:05 произошла трагедия. 73-летний Гауди отступил от трамвая номер 30. Но, возможно, от рассеянности или глухоты не заметил другой, что шел в противоположную сторону. На место происшествия вызвали врача. Доктор Феррер Солер Висенс осмотрел пострадавшего, пришел к выводу, что ничего сделать нельзя и просто оставил человека на улице. Лишь благодаря вмешательству полицейского Рамона Переса, который силой заставил пятого таксиста остановиться, Гауди доставили в больницу Санта-Крус, госпиталь для бедных. Кстати, на этом моменте я нашел в интернете противоречивую информацию. Где-то написано, что Гауди сам попросил себя везти в самую дешевую больницу, да, для нищих, хотя полицейский изначально сказал его везти в другую, в нормальную. А где-то была информация, что Гауди просто сразу же повезли в больницу для нищих, потому что он выглядел как, собственно, нищий. В больнице Санта-Крус ему оказали лишь самую элементарную помощь, а в регистрационной карточке его имя записали с ошибкой – Антонио Санди. Свидетели утверждали, что его последними словами в сознании были «Боже мой, Боже мой». Первые сообщения в газетах описывали лишь случаи с неизвестным пожилым мужчиной. Лишь на следующий день, когда друзья и коллеги со строительной площадки Саграда Фамилия начали искать Гауди, личность его была таки установлена. Как только стало известно, кто на самом деле пострадал в аварии, тон газетных публикаций резко изменился. Новости о состоянии здоровья архитектора стали выходить на первые полосы. Врачи диагностировали у него перелом бедер, ушибы и черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия медиков, состояние Гауди стремительно ухудшалось. 10 июня 1926 года Антонио Гауди скончался. На следующий день газета «Ля Вангуардия» вышла с траурным заголовком на первой полосе «Гауди умер». Эта статья стала официальным публичным объявлением о смерти великого архитектора и повергла в шок всю Барселону и Испанию. Чудесный художник храма Святого Семейства ушел из жизни. И как? Самым обыденным образом, став жертвой аварии с трамваем. Никто и не мог заподозрить, что сбитый человек был величайшим архитектором нашего времени.
Его не узнали. Он мог умереть, так и не будучи опознанным. Бедный Дон Антонио. С какой грустью мы пишем его имя и с каким трудом координируем мысли, ошеломленные охватившей нас скорбью, видя, как исчезают представители поколения, которые своим творческим талантом заслужили уважение сограждан и своими произведениями по праву снискали вечную славу. Газета «Ля Вангвардия», 11 июня 1926 года. Там такая парадоксальная ситуация, что случился несчастный случай, и все приняли его за бомжа, и никто его не узнал. Святослав Иванов, инди-журналист, писатель, автор блога «Буквы, кадры, звуки». В детстве мечтал быть таким, как Гауди. Но когда стало известно о его смерти, достаточно большая толпа народу собралась на его похоронах, то есть он был такой своеобразной знаменитостью, которого просто люди не знали, особенно в лицо. У него, кажется, была довольно обыкновенная для человека той национальности и того возраста внешность, да, неприметная довольно, как мне кажется. Его похороны 12 июня превратились в массовое шествие, которое прошло через всю Барселону. Прощание, достойное главы государства. Так говорили о нем. Согласно его завещанию, в котором он просил о скромности, его похоронили в крипте Саграда Фамилия. Латинская надпись на его надгробии служит последним торжественным свидетельством. Антонио Гауди Корнет из Реуса. Рожденный 74 года назад, человек образцовой жизни и выдающийся архитектор. Автор восхитительного творения этого храма, он по-скорбному умер в Барселоне 10 июня 1926 года. Здесь прах великого архитектора ожидает воскресения из мертвых. В годы Первой мировой войны у него стало очень плохо с деньгами, потому что кризис, все проекты замораживаются и так далее. Его там все близкие люди поумирали, и он как-то вот посвятил себя этому делу. Ну, это такая прям совсем такая история, как будто бы, знаешь, ну, если бы там сценарист ее придумал, ему сказали, что это пошлость какая-то, да, банальщина, и типа не надо, ну, как бы, это неинтересно, да, настолько это как бы тривиально все звучит, вот, но действительно, вот он в очень плохом состоянии находился, и, видимо, было нехитро его признать за бомжа, как в момент, когда он, значит, был, видимо, без сознания, так и в момент, когда он еще был в сознании, да, ходя на работу, живя в городе в эти годы и так далее. Он был не молод уже достаточно, вот, очень грустно. Он умер бедным, одиноким. Мария Восконян, официальный гид в Каталонии, искусствовед-историк. В Испании живет более 15 лет, 10 из которых занимается изучением творчества Антонио Гауди. Его часто не понимали, часто не признавали, ему было очень сложно пробиваться в архитектурной среде. Но если мы будем копать глубже и возьмем в целом исторический контекст, то спустя много-много лет его творчество вдохновляет огромнейшее количество людей, которые следуют его идеалам. И здесь, мне кажется, самое главное – оставаться собой. Что он и делал на протяжении всей своей жизни, не изменять своим принципам, не изменять своим идеалам, оставаться самим собой. Ну, а история уже покажет, нужно это кому-то или нет. С детства он страдал ревматизмом, и это мешало ему играть с другими детьми. Однако эта болезнь стала не то чтобы проклятием, а таким инкубатором для будущего гения. Оно превратило Гауди в дотошного наблюдателя за миром природы. Именно тогда он начал изучать то, что позже назовет великой книгой, всегда открытой книгой природы. Этот памятник был установлен к 150-летию со дня рождения Гауди. А здесь мы видим Гауди-подростка, который играет в очень популярную среди людей преклонного возраста в Каталонии игру, потому что так получилось, что с рождения
у него были проблемы с суставами, то есть у него был врожденный ревматический артрит, и не мог он играть в активные подвижные игры с ребятами, и поэтому здесь он изображен с игрой пенсионеров, но достаточно символичный памятник, потому что на всех вот этих вот шариках мы видим природные формы, ракушку, волну, листву и кресты с колоколен Саграда Фамилии. Гауди, он настолько рос хилым ребенком, что он не мог играть в эту игру. То есть, как бы он не мог быть... Он даже камушек вот этот. Да, не мог поднять его и кинуть ядро. Михаил Блохин, журналист и документалист, живет в Испании 13 лет, 8 из которых исследовал гражданскую войну. Снял большой документальный фильм, который монтирует в настоящий момент. На канале есть ролик из Таррагоны, который мы снимали с Мишей. Ссылка на него будет в описании. Фрагменты нашего разговора про Гауди из прогулки и вошли в этот фильм. Жил довольно-таки обособленно, но я думаю, что это как бы следствие того, что просто с ним не играли дети, потому что он не мог играть в нормальные игры, как бы. И он очень много времени проводил в церкви, потому что он там, ему разрешали подниматься на самый верх под колокольник, в колокольню, и, собственно говоря, оттуда он созерцал город. Отец и дед Гауди были медниками, которые изготавливали котлы и перегонные кубы. Сам Гауди говорил: котельщик – это человек, который из поверхности создает объем. Он видит пространство еще до начала работы. Детство, которое он провел в мастерской своего отца, профессионального котельщика. И, по словам самого Гауди, именно там он впервые познакомился с пространством и формой, что потом очень ярко сказывалось в его творчестве, которое наполнено объемами. И когда мы увидели этот дом, в котором он родился, я понял, почему вот он, ну, вот такой вот, такой гений. Потому что более убогого дома я не видел. Я просто предположил, что как бы, когда его вывозили на коляске, вот, понимаешь, он лежит, вот так смотрит, как так можно строить вообще? И потом вот вырос такой Саграда Фамилия, пожалуйста. Второй момент – это опять-таки детство, детские приключения в монастыре Поблет. Это монастырь, который находится недалеко от Реуса. Святое место для каталонцев, монастырь, усыпальница арагонских королей. У монастыря очень трагичная судьба, он неоднократно разрушался. И в возрасте примерно 12-14 лет Гауди очень часто бывал на руинах этого монастыря, где он, собственно, и принял решение стать архитектором для того, чтобы восстановить этот монастырь. В 1868 году Гауди переехал в Барселону, чтобы изучать архитектуру. Он проявлял мало интереса к традиционным занятиям, проводил время в библиотеках за изучением восточной архитектуры, посещал лекции по философии, а еще работал чертежником у известных архитекторов, чтобы оплачивать учебу. При вручении Гауди диплома в 1878 году директор архитектурной школы Элиас Рожент произнес знаменитую фразу: «Мы дали этот академический титул либо дураку, либо гению. Время покажет». Архитектурная ДНК Гауди состоит из 3 основных нитей, которые полностью сформировались до начала его профессиональной карьеры. Глубокое понимание природы, основанное на наблюдении из-за болезни, практическое владение трехмерным пространством, благодаря семейному ремеслу, и интеллектуальное пренебрежение к условностям. Оно проявилось во время учебы. Соединение этих 3 нитей сделало его преображение именно в того самого Гауди неизбежным. Забудьте образ седого отшельника, которого сбил трамвай. Чтобы понять образ Гауди, надо вернуться в прошлое, в 1878 год, в Барселону. Перед нами Дэнди, человек, который тратит деньги на дорогие костюмы, носит перчатки из оленей кожи и вращается в высших культурных кругах города. Его чаще видят в ложе оперного театра, а не на стройплощадке. Стоп!
А было ли это на самом деле? И если было, то до какой степени? И тут мы подходим к теме мифов об Антонио Гауди. Мы ее еще затронем в будущем. Я бы не сказала, что не только в зрелом возрасте, а вообще в молодости Гауди был богатым или вел какой-то шикарный образ жизни. Да, может быть, когда он только переехал из своего родного маленького города, провинциального города Реус в столицу, в Барселону, немножко она ему вскружила голову, и хотелось ему, конечно, покупать какие-то красивые цилиндры, перчатки, но это был короткий период времени. В начале его творчества у него не было такого количества заказов, чтобы он мог позволить себе образ жизни, который был характерен для людей из высшего общества. Я думаю, что в течение своей жизни он, конечно же, не задавался такой целью стать богатым или популярным. Город кипит энергией. Это эпоха каталонского возрождения. Время, когда архитекторы, поэты и художники заново создавали душу Каталонии, стремясь заявить о себе на весь мир. И в этом вихре амбиций появляется он, молодой выпускник архитектурной школы, но совсем не тот аскет, каким его запомнят. А его первые работы на улицах Барселоны также смелы и щеголеваты, как и он сам. Вот его дебют, первый городской заказ, фонари на Королевской площади. А вот дом Висенс. Яркая, почти вызывающая фантазия, вдохновленная мавританским искусством. Молодой Гауди не собирался следовать правилам. Он пришел, чтобы их создавать. Не единственный, да, великий каталонский архитектор. Здание, которое построил Гауди, это только часть, причем довольно небольшая часть того, что было построено в Барселоне там, в второй половине 19-го, первой половине 20 века. Что там было там, как минимум 3 архитекторов, да, было целое течение, да, вот этого каталанского модернизма, которое, в свою очередь, является продолжением европейского модернизма, но в очень хорошем таком стечении обстоятельств, что оно совпало с строительным бумом, который тогда происходил, оно совпало с вообще развитием экономики, с появлением самого этого Гуэля, да, который был богачом большим и который при этом сочетал свое богатство с каким-то таким продвинутым вкусом. Это, наверное, можно как-то его в один ряд поставить вот с российскими меценатами, да, старообрядцами Щукиным, Морозовым, да, которые там закупали западноевропейское продвинутое искусство. Вот Агуэль, он спонсировал такое же продвинутое искусство, ну, архитектуру конкретно, у себя. Такое интересное сплетение обстоятельств, которое произошло в нужное время, в нужном месте. И если говорить в целом про стиль каталонского модерна того периода, то, мне кажется, с самого начала Гауди нельзя отнести к этому стилю, потому что все-таки он придерживался своего учителя природы, своего самого главного учителя, а в природе нет повторяющихся форм, поэтому прежде всего для него самым главным в творчестве была индивидуальность. Он не любил шаблоны. Он был ярым каталонистом и очень сильно хотел в своем творчестве выражать дух своего непокорного, независимого народа. И, конечно же, его любовь к экспериментам с материалами и с формами. Я бы назвала вообще его творчество неким таким синтезом историзма. Вначале очень ярко он использует этот стиль, готика, природные мотивы и даже восточный дух, опять-таки, в раннем творчестве Гауди очень ярко присутствует. Все это вместе никак нельзя назвать модерном. Очень много что скрыто от глаз туристов, опять-таки заключается в инженерном гении Гауди. Те же самые вентиляционные колодцы, которые он придумывал для практически всех своих домов, при помощи которых происходила естественная циркуляция воздуха и не нужны были кондиционеры. Эргономичность, его любовь к эргономичности, она удивляет и поражает, мне кажется, по сей день. То есть далеко не каждый дизайнер или архитектор сейчас продумывает мебель до мельчайших деталей и веса тела в зависимости от того, чем будет человек заниматься. То есть практически вся мебель в домах Гауди была рассчитана по роду занятий. Если женщина занималась рукоделием, то у нее был для этого специальный стул. Если она принимала гостей, это был другой вид мебели. А также каждая ручка в каждой комнате, в каждой детской, у каждого шкафа порой делалась очень часто по
слепку руки владельца, для того, чтобы он не испытывал никакого дискомфорта, проживая в этом доме. И очень часто, конечно же, когда особенно ты первый раз посещаешь Барселону и видишь дома Гауди, ты об этом, конечно же, не знаешь. Поворотным моментом стала встреча с богатым промышленником Эусеби Гуэлем. Он открыл для себя Гауди на Всемирной выставке в Париже. Гуэля впечатлило не здание, а простая витрина для перчаток, спроектированная Гауди. Их отношения были гораздо больше, чем просто деловыми, это была настоящая дружба. Гуэль был культурным человеком, который понял радикальное видение Гауди. А самое важное, предоставил ему творческую свободу и финансовую поддержку. Результатом этого партнерства стали такие знаковые проекты, как Дворец Гуэля, Павильоны Гуэля, Колония Гуэль и Парк Гуэль. Все его творчество наполнено действительно природными формами, природными мотивами. В первую очередь это, наверное, морская тематика, раковины, волна. В парке Гуэля очень много морской волны, кораллы, улитки. Очень много растительных мотивов, виноградные лозы, стволы деревьев в той же Саграда Фамилии, листва, сталактиты, сталагмиты, звезды, солнце. Да, он любил природу. Я уже сказала, что он считал ее своим самым лучшим учителем и считал, что только там можно найти что-то необычное и не похожее. Имя такого человека, как Гауди, просто не могло не обрастать мифами. И вот один из них. Гуэль и Гауди были членами масонской ложи. Сторонники этой версии видят доказательства повсюду. 33 ступени на главной лестнице парка Гуэль. Число, символизирующее высшую степень посвящения в масонстве. Или знаменитый магический квадрат на фасаде страстей в Саграда Фамилия, где сумма чисел в любом направлении снова 33. Я так понимаю, Георгий Данелия тоже был масоном, да, с его фильмом «33». В общем, это соблазнительная теория, как и с башней Генекс, про которую на моем канале есть отдельное видео. Если не смотрели, обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. Но масонская теория рушится из-за главного факта в жизни архитектора – его глубокой, почти фанатичной католической веры. Вся его жизнь и творчество – это диалог с Богом. Сложно представить, что человек, который посвятил себя строительству искупительного храма, мог принадлежать к организации, которую церковь открыто осуждала. Изначально Гауди был далеко не самым религиозным человеком, но с потерей своих родных и близких он все больше и больше уходит в религию, становится невероятно набожным. И Саграда Фамилия для него был не просто архитектурный проект, а это было отражение его духовного роста. А что же символы? При ближайшем рассмотрении оказывается, что магический квадрат добавил скульптор Жозеп Мария Субиракс уже в конце 20 века, через много десятилетий после смерти Гауди. В итоге масонский миф – это лишь интригующая легенда. Она больше говорит о нашем желании разгадать код гения, найти тайный смысл в его творениях, чем об исторических фактах. Возможно, главный секрет Гауди был не в шифрах и символах, а в том, что он просто смотрел на мир иначе, чем все остальные. На самом деле существует огромнейшее количество легенд о Гауди. Мне не нравится ни одна из них, потому что они очень обидные. Не понимаю, почему так остро людям хочется очернить память о человеке, которого они вообще как бы не знали и не могли знать. Но одна из самых распространенных, наверное, которую любят туристы и в которую многие туристы верят до сих пор, это легенда о черно-желтом такси. В Барселоне практически все такси черно-желтого цвета, и вот есть такая легенда, что черный цвет – это цвет траура, а желтый цвет – это цвет позора. За таксиста, который в свое время, когда Гауди попал под трамвай, не захотел отвезти его в больницу. И вот всем таксистам Барселоны стало так стыдно, что они перекрасили свои такси в желто-черный цвет. На самом деле это совершенно неправда. Черный цвет такси связан с Всемирной выставкой, которая происходила в Барселоне, но это немножко другая история. И вот если тебе начнут рассказывать, у меня вот зонт такой же расцветки. Желтый – это цвет
стыда, а черный цвет скорби, потому что когда сбили Гауди, он попросился в такси, чтобы его довезли до госпиталя, но ему отказали, потому что приняли за бомжа. Просто такая вот расцветка, как бы, чтобы она в любую погоду была заметна, и как бы ты понимал, что перед той такси они просто машина какая-то, едет. Есть еще очень много некрасивых сплетен о нетрадиционной ориентации Гауди, о том, что он очень часто использовал грибы для того, чтобы вдохновиться и вот сотворить что-то такое необычное. Ну вот, в общем, в таком роде очень много легенд. Красивых нет, честно скажу. А вот такие некрасивые, их очень много, но это чистая выдумка. Зачастую это придумывают гиды для того, чтобы привлечь внимание туристов к творчеству Гауди, но не с профессиональной точки зрения, а с такой бытовой, чтобы покопаться в грязном белье. Мы не призываем, да, ни к чему, но нужно понимать, что вот психоделия, да, и употребление всяких запрещенных веществ, изменяющих сознание, открывающих двери восприятия пресловутые, это такая существенная часть как культуры, так и массового сознания, восприятия культуры. И когда я оказался в Барселоне во второй раз, мне было 18 лет, и моим двоим друзьям, которые со мной вместе были, тоже было примерно вот около того, 18-19. И мы вот посетили парк Güell. В вечернее время мы сидели и в закатных лучах обозревали город, и в частности сам парк, там вот эта вот ограда, вот это здание маленькое с такой башенкой, милое тоже. И один из моих друзей стал разгонять мысль, что все творчество Гауди является порождением употребления вот каких-то таких веществ. Причем он сразу сказал, что он употреблял ЛСД, но я знал историю ЛСД и знал, что Гауди не дожил до его изобретения лет это к 20, да, и употреблять ЛСД он не мог, но мой друг сказал, ну тогда что-то другое, ну тогда грибы он по-любому употреблял, грибы там люди употребляли там с древних времен, ну, значит, по-любому, ну не может же человек вот что-то такое выдать в каком-то трезвом состоянии. Вот. Может. И я в этот момент, как бы объясняя свою позицию по этому вопросу, понял очень важную такую вещь, которая для меня до сих пор, ну, я об этом часто вспоминаю, и это для меня очень важный такой момент, что вот психоделия как тренд в искусстве, явление в музыке в первую очередь, в визуальном искусстве, раньше, чем в музыке, да, психоделия появляется, что это не история про вещества, да, что это история про человека и про какой-то ресурс, который у него внутри заложен, который может проявляться, может не проявляться, может проявляться, и мне кажется, это очень у большинства людей это, наверное, в детстве проявляется, да, в каких-то детских рисунках, в каких-то играх, в каких-то фантазиях, а потом в дальнейшем, ну, у такого нормального, обычного человека этот психоделический ресурс души, он так постепенно как-то зажимается, да, оказывается куда-то загнан, да, в глубину головы, а при помощи каких-то веществ запрещенных люди эти психоделические ресурсы, это вот энергию творчества и фантазии как бы взывали к жизни. Вот Гауди, как мне кажется, был человеком, которому это было не нужно вообще. Та свобода, та яркость, то буйство красок, буйство форм, которые у него были, они, во-первых, шли откуда-то изнутри, совершенно без какого бы то ни было допинга, да, кроме, может быть, религиозного, да, какого-то опыта, через который он проходил. А что, между прочим, да, опять же, психоделический этот опыт и религиозный опыт, они, на самом деле, очень близки друг на друга по тем описаниям, по тем формулировкам даже, которые люди применяют, когда об этом говорят. И это только какое-то культурное различие, что это просто вот там религия, это, дескать, удел каких-то таких очень людей консервативных, а вот психоделия – это удел людей продвинутых, но это на самом деле все как бы только костюмы, в которые люди наряжаются, а как бы мысли и ощущения у них могут быть гораздо более схожими, чем и тем, и другим было бы приятно даже, наверное.
Наступает 20 век, и Гауди вступает в пору полной творческой зрелости и готов явить миру своего главного учителя – природу. В этот период рождаются его величайшие произведения. Но это не просто здания, это живые организмы, созданные по законам Вселенной. Мы не будем просто гулять по этим шедеврам, мы разберем их на части, заглянем внутрь их каменного скелета, чтобы понять инженерный гений Гауди и расшифруем язык символов, которые он оставил в каждой детали. Это путешествие в самую суть творения. Итак, первая остановка – парк Гуэль. Изначальная концепция парка была амбициозной. Элитный жилой комплекс на 60 семей, вдохновленный английским движением городов-садов. Однако проект провалился как коммерческое предприятие. Было продано всего 2 участка. Все из-за его удаленного расположения и очень радикального дизайна. Именно эта неудача в конечном итоге подарила Барселоне один из ее самых знаменитых парков. Главный закон парка Гуэль – не вторгаться в природу, а сотрудничать с ней. Посмотрите на эти виадуки, они не прорублены в склоне холма, а парят над ним, опираясь на колонны. Колонны выросли из земли, подражая деревьям. Гауди не строит, а выращивает свою архитектуру. Под площадью нас ждет рукотворный лес, зал 100 колонн. Забавный факт, на самом деле их 86, но их истинное чудо скрыто внутри. Каждая колонна – это не просто опора, это часть гениальной дренажной системы. Дождевая вода с площади над нами собирается, фильтруется и стекает в огромную подземную цистерну. А излишки находят выход здесь, даруя жизнь главному символу парка. И если поднять голову, можно увидеть еще один слой смысла. Эти медальоны, созданные соратником Гауди Жузеппом Жужолем, символизируют времена года и лунные циклы. Здесь все связано: небо, земля, вода и время. Культура страны, опять же, имеет огромное значение. Культура более эстетически свободная Испания, да, она всегда немножко такая шальная, как бы была, вот с точки зрения. Кстати, мне кажется, что с Россией у нее в этом плане есть нечто общее. Что-то такое вот, что на севере где-нибудь, да, там какие-нибудь голландцы, да, у которых тоже там замечательный модернизм, это все очень красиво, это все очень изящно, но такой более сдержанный, более аккуратный, более такой, как бы, что не вышло, да, вот нужно, вот, конечно, хотелось бы что-нибудь такое пышное и яркое, но лучше так немножко приглушить цвета, чтобы не было слишком, ни у кого не вызвать случайно какую-то критику. А вот испанцы, у них всегда, и это до сих пор, да, там, вплоть до Калатравы, да, какого-нибудь, и в том, что касается там какого-нибудь книгоиздательства, например, какого-нибудь, у них всегда очень какой-то пышный, яркий дизайн. Средиземноморье – самое подходящее для архитектуры. В нем есть ясный свет, в отличие от ослепительных тропиков или мрака севера. Антонио Гауди. Это было не просто так, это было глубоко связано с его философией и инженерным гением, потому что все арки, кривые линии, гиперболические формы, все эти конструкции, они гораздо более устойчивые. И второй момент – это его философия кривых линий в проявлении движения, в проявлении жизни. В природе, мы все знаем, не существует прямых линий. И Гауди хотел, чтобы каждое его здание было отдельным живым миром. И только вот эти вот волнистые формы и кривые линии дают нам действительно ощущение пространства, жизни и дыхания у здания. Это Тренкадис, знаменитая мозаика Гауди, рожденная из осколков. Легенда гласит, что однажды, разозленный медлительностью мастера, Гауди схватил целую плитку, разбил ее и воскликнул: «Плитку нужно класть горстями, иначе мы никогда это не закончим».
Тренкадис был не только декором, это была по сути такая новая форма переработки отходов. Более того, только с помощью этих мелких осколков он мог покрыть любимые им изогнутые поверхности, создавая яркую и долговечную вторую кожу для своих творений. Самый известный символ парка — саламандра или эльдрак — имеет множество интерпретаций. Ее называют мифологическим пифоном, который охраняет подземные воды, алхимическим знаком огня, а еще отсылкой к дракону, которого победил святой Георгий, покровитель Каталонии. Путешествие по парку символически завершается на его самой высокой точке с 3 крестами, которые представляют Голгофу. Это символический подъем от мирского к месту духовного вознесения. Гауди возглавил проект Саграда Фамилия в 1883 году, через год после его начала. Да, он не был первым архитектором на этой стройке. Гауди унаследовал от Франциско де Паула дель Вильяра стандартный неоготический план. Он полностью преобразил его, превратив в свое радикальное видение. Я думаю, что Гауди изначально понимал, что он не успеет достроить Саграду Фамилию при жизни, потому что этот фантастический проект, состоящий из 18 башен, только представьте на сегодняшний день хоть одну церковь, где есть больше 10 башен. Сложно найти пример вот так вот сходу. 18 башен, 3 фасада, потрясающее, сложнейшее внутреннее устройство, невероятная символика. На все это нужны десятилетия сейчас. Что уж говорить о нескольких веках назад. То есть тогда он прекрасно понимал, что потребуется столетие для того, чтобы воплотить в жизнь этот проект. Да, он же был великий консерватор, да, католик и все такое, но как бы вещи, которые он создавал, да, как производят, по-моему, огромное впечатление на продвинутую публику до сих пор. Вот, и может быть, да, как бы какие-то из его вещей, да, вот тут даже еще до конца не созданы, да, может быть, вот только поколение там каких-то тех, кто сейчас только в детский сад ходит, вот, может быть, они только по достоинству оценят Гауди во всей его красоте. Из всего гигантского замысла Саграда Фамилия есть всего одна часть, которую Гауди увидел почти завершенной при своей жизни. Та, в которую он вложил свою личную веру и надежду – фасад Рождества. Гауди задумал его как огромную каменную Библию, понятную даже тем, кто не умеет читать. Он хотел, чтобы этот вход был переполнен радостью и светом, чтобы каждый, кто подходит к храму, чувствовал ликование от чуда рождения. 3 портала посвящены главным христианским добродетелям – вере, надежде и милосердию. Центральный самый пышный. Здесь в окружении ангелов и пастухов разворачивается сцена рождения Христа. Гауди был одержим реализмом. Для своих скульптур он делал гипсовые слепки с живых людей и даже усыпленных животных. Каждая фигура, каждая складка на одежде – это частичка реальной жизни, застывшая в камне. Колонны стоят на спинах черепах, символах вечности. По стенам ползут хамелеоны, символ перемен. Десятки видов растений и животных Каталонии превращают камень в живой гобелен. А венчает все это великолепие огромное древо жизни – кипарис. Конечно, вопрос финансирования и зависимость от благотворителей, потому что Саграда Фамилия, храм Святого Семейства, это храм, который строится на пожертвования и по сей день, и только благодаря огромнейшему количеству туристов темпы строительства в последнее время очень-очень сильно ускоряются. Вот тогда с этим были большие проблемы, и поэтому, я думаю, он прекрасно понимал, что не успеет достроить этот храм из-за вопросов финансов и также из-за масштаба проекта. Ну и, как любил очень часто говорить Гауди, что мой заказчик никуда не торопится, поэтому я тоже не тороплюсь.
Но настоящее чудо, великая архитектурная революция Гауди ждет нас внутри. Веками готические соборы стремились к небу, но платили за это очень высокую цену. Их высокие стены приходилось подпирать каменными костылями, как говорил Гауди. Готическое искусство несовершенно, оно лишь наполовину завершено. Это стиль, созданный циркулем, шаблонное индустриальное повторение. Его устойчивость зависит от постоянной опоры на контрфорсы. Это ущербное тело на костылях. Доказательством несовершенной пластичности готических произведений служит то, что они производят наибольшее эмоциональное воздействие, когда они изуродованы, увиты плющом и освещены луной. Антонио Гауди. Гауди считал это несовершенством, и выход он нашел, как всегда, у своего учителя, у природы. Он задал себе вопрос, что тянется к свету, выдерживая при этом огромный вес? Деревья! И поэтому внутри храма он решил построить лес. Это же как бы готическая архитектура, да, ну такая типа переосмысленная модернистская готическая архитектура, а готическая как бы по замыслу вот того готического архитектуры готических соборов, которые все, ну, по крайней мере, от них так принято говорить, что они все закоптились, да, изнутри, и когда ты входишь там где-нибудь в какой-нибудь готический собор, там, в Солсбери, да, или в Париже, да, то ты оказываешься в таком мрачном каком-то помещении, и суровый такой пафос в этом есть, а изначально вроде как они были задуманы как такие яркие помещения, в которых человек соприкасался с чудом, и начинал там верить, да, в вечную жизнь и чувствовал это, да, на каком-то тактильном, да, почти уровне. Вот Гауди, мне кажется, это воспроизводит, если так в целом, да, какая-то религиозная архитектура, она может быть более с тех готических времен стала какой-то, может быть, более скромной, да, или более сдержанной, более там скованной в каком-то каноне, то в случае с Саградой я, как мне показалось, почувствовал то, что должен был чувствовать прихожанин, да, какого-нибудь, или просто посетитель какого-то готического собора вот в те времена, когда они создавались. Посмотрите на эти колонны, они не стоят прямо, они наклонены. Эти гигантские деревья разветвляются у самого потолка, принимая на свои ветви всю тяжесть сводов. Гауди рассчитал их угол и форму с помощью гениально простого метода. Он позволял самой гравитации показать ему идеальные природные линии нагрузки. Он Саграду Фамилию строил сверху вниз, рассчитывал вверх ногами, насколько она будет устойчива, когда будет стоять наоборот. То есть она прям к потолку пристроена, там макет как бы такой с грузиками. Поэтому она и похожа на сталактиты такие. Да, то есть как бы... Ну это вот у человека мозг устроен вообще вот просто в другую сторону. Эта гениальная система позволила полностью избавиться от внешних подпорок. Храм держит сам себя, как настоящий лес, а сквозь его каменные кроны пробивается свет. Витражи создают какую-то параллельную реальность, окрашивая пространство в холодные тона на рассвете и в теплые на закате. Гауди не просто построил церковь, он вырастил из камня лес света, где человек может почувствовать себя частью чего-то бесконечно большего, чем он сам. А самое главное, прийти в Саграду утром и прийти в Саграду вечером – это будут два совершенно разных храма внутри. Он был очень строгим на стройке, строгим, суровым, и работники, простые разнорабочие, они его побаивались, но при этом они его очень сильно уважали. Ломал детали, по воспоминаниям современников, например, на строительстве Саграды Фамилии он мог заставлять переделывать не просто какую-то деталь или камень, а огромные участки, если вдруг ему казалось, что камень дышит не так, как хотелось бы Гауди. Он присутствовал лично, проверял каждую скульптуру, каждую колонну. Наверное, это больше не жестокость, а стремление к перфекционизму.
И рабочие, несмотря на это, его очень любили и уважали, потому что для них он больше был наставником. Он хотел, чтобы они учились на своих ошибках и уже в последующих проектах делали идеальные исходники. Сам Гауди говорил, что храм должен целовать небеса. И именно для этого он спроектировал 18 башен, у каждой из которых глубокий символический смысл. 12 из них, по 4 на каждом из 3 фасадов, посвящены апостолам. 4 еще более высокие башни будут возвышаться над Средокрестием, символизируя евангелистов. А в самом центре возносится гигантская башня Иисуса Христа, которую венчает огромный крест, и немного ниже башня Девы Марии. Эти башни не просто украшения, они инженерное чудо. Гауди использовал для них те же принципы математики, что и для внутренних колонн деревьев. Каждая вершина, каждый шпиль построены с использованием гиперболических параболоидов и геликоидов, сложных, но невероятно прочных геометрических форм, которые он посмотрел в природе, в раковинах улиток, в скелетах растений. Это позволяет башням быть одновременно легкими, устойчивыми к ветру и невероятно прочными. Он спроектировал их так, чтобы они вмещали огромные колокола, которые должны не только звонить, но и издавать звуки, которые наполняют всю Барселону, когда храм превращается в гигантский поющий орган. По идее Гауди, Саграда Фамилия должна была находиться в Средокрестии. То есть вокруг Саграды должно быть огромное количество парков и садов. Все они должны быть сделаны в форме креста, а в середине креста, соответственно, будет стоять Саграда Фамилия. Сделать сейчас это невозможно, потому что Саграда Фамилия застроена домами. И для того, чтобы до конца воплотить в жизнь этот проект, нужно сносить несколько кварталов. И, на мой взгляд, сделать это на сегодняшний день совершенно невозможно. Но посмотрим. Мы с вами живем в удивительное время, когда Саграда Фамилия строится на наших глазах. Башни Девы Марии, башни евангелистов. Какая-то справедливость в этом есть и логика в том, что строительство его затянулось на 100 лет, даже там уже почти, может быть, на 150. Вот, ну да. Потому что так это и делалось 800 лет назад. Гауди, он знал, что он не застанет окончания строительства, поэтому это был такой, как это называется, хэппининг можно назвать, да, наверное, какой-то акт искусства такого вот просто. Это удивительно, потому что много-много лет спустя люди будут ходить на них и смотреть, и вспоминать, в каком году они были построены, а мы это видели с вами своими собственными глазами. Но было бы ошибкой считать, что Саграда – это история всеобщего восхищения. С самого начала храм вызывал споры. Для многих современников Гауди он был не шедевром, а чудовищной ошибкой. Пабло Пикассо, который в это же время перевернул мир искусства, с презрением относился к стилю Гауди. Он призывал отправить Гауди и Саграда Фамилия в ад, видя в его витиеватых формах нечто устаревшее, почти антихудожественное по сравнению с его собственной революционной простотой. Писатель Джордж Оруэлл, оказавшись в Барселоне во время гражданской войны, не скрывал своего отвращения. Впервые с момента моего пребывания в Барселоне я отправился посмотреть на собор. Современный собор и одно из самых уродливых зданий в мире. У него 4 зубчатых шпиля, точь-в-точь как бутылки из-под Рейнвейна. В отличие от большинства барселонских церквей, он не пострадал во время революции. Его пощадили из-за его художественной ценности, как говорили. Думаю, анархисты проявили дурной вкус, не взорвав его, когда была возможность. Хотя и вывесили между его шпилями красно-черный флаг. Джордж Оруэлл, 1938 год. Оруэлл и Пикассо, они категорически не принимали, говорили, что это хрень. И что вы тут вообще построили такое непонятное, какие-то сталактиты или бутылки из-под Рейнвейна, он называл их.
Не знаю насчет Пикассо, но вот от англичанина я бы не стал. Хотя, на самом деле, это все во многом от англичан же тоже шло, потому что там был вот этот Джон Раскин, такой теоретик эстетики, теоретик красоты, который вот в середине 19 века много писал о том, что это мое дилетантское понимание того, о чем он писал, но как я понимаю этот месседж, что вещи должны быть в первую очередь красивыми, да, а потом уже служить каким-то функциям или канонам и правилам того, как правилам какого-то хорошего тона. И в Британии, как минимум в живописи, да, там с прерафаэлитами, в дизайне, интерьера, там это тоже в те времена очень мощно развивалась, но все-таки не в архитектуре. То есть британская архитектура, она как бы, по-моему, оставалась в те времена. Ну, как бы Лондон там, да, по сравнению с Барселоной производит впечатление довольно скучного города, вот когда ходишь по улицам. А по Барселоне прям вот ходишь и действительно буквально как по галерее какое-то искусство идешь, и причем вот каждое здание это как какое-то произведение нефункциональное, да, они как бы функционально довольно похожи на самом деле, да, все вот эти жилые дома. Да, тебя не смущает, что они все одинаково квадратные? Они одинаковые по форме, но за счет этого, да, видимо, как бы выразительность, она вся была вложена в декор, да, и декор этот, ну, он настолько индивидуальный каждый раз, что там все время, и я вот там просматривал перед нашим разговором как раз страницы на Википедии, вот я прям листаю галерею, и я вижу, что, ага, я вот это здание помню, ой, вот то здание, я проходил мимо него один раз, и типа там 15 лет назад. Ну, я помню, что оно меня впечатлило. Какие-то там совершенно второстепенные здания. Там, то есть вот в множестве городов, там в Лондоне или в Париже, даже в Париже, когда какое-то эстетически удивительное какое-то здание, оно становится достопримечательностью. А в Барселоне довольно рядовые постройки могут производить совершенно крышесносное впечатление. Вот, Гауди был только частью этого, но просто наверное, самым большим талантом. Но нашлись и те, кто увидел в Гауди родственную душу. Среди них великий Сальвадор Дали. Для сюрреалиста Гауди был не просто архитектором, а пророком, предвестником нового искусства. Дали восхищался его ужасающей и съедобной красотой, его способностью воплощать подсознательное и рациональное в камне. Есть же еще фильм Тесигахаре, который называется «Гауди», документальный фильм. Он вообще там в основном снимал фильмы по прозе Кобо Абе, очень интересные такие арт-фильмы, и вообще он такой немножко, мне кажется, наиболее европейский из вот каких-то классических японских режиссеров, то есть он вот, ну, похоже на что-то, что могли бы снять французы или итальянцы. И потом в какой-то момент я вижу, что у Тесигахары есть документальный фильм, он идет там минут 40, и он называется «Гауди», и это, по-моему, единственный или, опять же, один из немногих фильмов Тесигахара, который сделан в цвете. Он там в основном просто рассматривает как бы камерой вот какие-то детали зданий. Это очень любопытно, что японский режиссер вообще взялся за такой проект. Он вот взялся, и он прям вот вник, он вот как бы дополнительно камерой просто раскрывает красоту Гауди. Посмотри, обязательно используй оттуда какие-нибудь кадры. И мне кажется, это очень именно любопытно, что японец такую штуку сделал. Люди спорят о Гауди и по сей день. Многие считают, что продолжение строительства — это предательство его замысла. Ведь оригинальные чертежи и модели были уничтожены во время гражданской войны. То, что строится сегодня, это лишь интерпретация. Смелая, но спорная попытка заглянуть в голову гения. Критики указывают на новые скульптуры, на современные материалы, утверждая, что это уже не Гауди, а лишь коммерческий проект. Диснейленд для туристов, который потерял душу и первоначальный замысел.
Споры по современному видению Саграды Фамилии идут, наверное, с 1980-х годов, когда строился фасад Страстей. И скульптуры, которые на нем изображены, это работа потрясающего каталонского скульптора Жозеп Мария Субиракса. Скульптуры угловатые, где-то, может быть, в форме кубизма выполненные, с огромнейшим количеством кривых линий. И, конечно же, это удивляет и до сих пор. И современные исследователи творчества Гауди где-то с этим не согласны. Но это отпечаток времени. Наверное, по-другому было нельзя. И когда ты смотришь на этот фасад, действительно, он у тебя не вызывает положительных эмоций, а этого добивался Антоний Гауди, чтобы, глядя на фасад Страстей, люди начинали грустить, страдать и вспоминать страшный путь Иисуса на Голгофу. Потом очень многие говорят, что сейчас мы отходим от оригинальной идеи Гауди, потому что используем очень много современных материалов, то есть компьютерное программирование, 3D-моделирование. Гауди был все-таки приверженцем ручной работы, выверял каждую деталь самостоятельно. Но мы живем совершенно в другом времени, и было бы глупо отказываться от достижений современной науки и техники. А то, что строится сейчас, оно все-таки частично строится по макетам Антонио Гауди. Огромная часть этих макетов и проектов погибла во время гражданской войны, когда была сожжена его мастерская, но часть этих макетов осталась у его учеников, и поэтому они дошли до наших дней. И, конечно же, современные архитекторы вносят свое видение, но я думаю, что по-другому и не получится. Ну, он освящен, папой был недавно, все. Да, но там же типа как должен какой-то быть статус, да, что вот там есть кафедральный собор, есть там базилика, и вроде как это не должен быть главный собор, который есть в Барселоне или в Каталонии и в Испании, а строится как главный. Он больше, там, он крупнее, он эпичнее, чем вот тот старинный Барселонский собор. А вроде как в церковной иерархии есть Барселонский собор, а Саграда это так, просто еще одна церковь. Вот. Но строится так, как будто это величайший там храм в мире. Но я бы назвал его храмом искусства даже скорее. Там же и многие архитекторы участвуют, и какие-то свои вносят вещи. Это уже такая сборная солянка получается всего. Знаешь, как можно, наверное, где-то сравнить с творчеством Андрея Рублева, да, когда существуют вот в православии там священные иконы, да, которые вот у них есть некая церковная ценность, да, они являются святынями, там, реликвиями, чудотворные какие-то иконы и так далее. А есть икона Троица, которая не имеет такого значения, и имеет именно значение как произведение живописи, да, которое там для церкви может быть не так уж важно, да, а для изобразительного искусства там, главное или одно из главных произведений вообще изобразительного искусства, которые вообще были созданы в России. Вот точно так же, наверное, Саграда Фамилия, что это там не главный храм, или там не один из главных в католичестве, и даже, видимо, не один из главных в Испании конкретно. Вот, но в архитектуре это долгая, да, дискуссия, что можно там начать вспоминать разные там постройки, но тянет что-нибудь такое сказать, что это вот главное, там, не знаю, главный архитектурный проект там 20 века, например. Не знаю, но, наверное, можно вспомнить еще там какой-нибудь ряд вещей, которые мы... Я бы так его и назвал. Это что-то с чем-то, я не знаю, какими словами вообще это можно описать. Это делают инопланетяне, по-моему. Но за триумфом гения всегда следует тень личной трагедии. Начало 1910-х годов обрушивает на Гауди один удар за другим. В 1912 году умирает его племянница. 2 года спустя уходит из жизни его ближайший друг и соратник Франциск Беренгер, а его самое поэтичное творение «Пар-Гуэль» терпит коммерческий крах, так и не став городом-садом. Побежденный, но не сломленный Гауди принимает решение, которое определит остаток его жизни. Он отказывается от светских проектов. Отныне и до конца у него останется лишь один клиент – Бог, и лишь один проект – Саграда Фамилия. У меня нет семьи и обязанностей.
Я отказался от заказчиков. Я хочу работать только для святого семейства. Это мой долг, и я должен его исполнить. Антонио Гауди. Последней нитью, связывающей его с миром, был его друг, скульптор Льоренс Матамала. Когда и тот заболел в 25 году, Гауди окончательно порвал с прошлой жизнью. Он переехал в крошечную келью прямо на строительной площадке Саграда Фамилия. Отныне его дом — это мастерская, его семья — это святые, вырезанные из камня, его мир — это чертежи и гипсовые модели. Он стал отшельником, призраком своего же великого творения, полностью растворившись в работе и молитве. Человек Гауди исчез, остался лишь архитектор Бога. Со временем он все больше и больше уходит в религию, и это, конечно, накладывало свой отпечаток. Он был аскетом. Под конец жизни я бы даже сказала, что он вел отшельнический образ жизни. Он регулярно посещал, на каждодневной основе он посещал службы в церкви, он соблюдал все посты. А когда человек постится, соответственно, это накладывает определенный отпечаток на его питание. И под конец жизни, можно сказать, он практически становится вегетарианцем. И так как все больше и больше уходил в религию, то вот этот вот светский образ жизни, он перестает его интересовать. И, как считал сам Гауди, на самом деле человеку не так много и надо. Стакан молока, корочка хлеба и твое творение, которому ты можешь уделять все свое время и все свои деньги. Потому что все свои сбережения, все свои доходы Гауди начинает жертвовать на постройку Саграды Фамилии, потому что строилась она на пожертвования, а с пожертвованием были проблемы всегда. Через 10 лет после смерти Гауди в 1936 году его творение постигла катастрофа. В пламени гражданской войны анархисты сожгли его мастерскую. Огонь уничтожил почти все. Эскизы, заметки и, самое главное, бесценные гипсовые модели, которые были ключом к его замыслу. Казалось, это конец. Мечта, которой Гауди отдал жизнь, превратилась в пепел. Но именно эта трагедия парадоксальным образом обеспечила его наследию бессмертие. Лишившись чертежей, его последователи были вынуждены не слепо копировать, а понимать. Они стали исследователями, расшифровывая его язык, в котором природа, геометрия и вера были неразделимы. Пожар доказал, Гауди оставил после себя не просто инструкции, а целую систему мышления. Человека, создавшего это, еще при жизни называли архитектором Бога, и это не было метафорой. 70 лет уже идет строительство по каким-то осколочным, да, документам, однако есть такое ощущение, что он как бы успел, видимо, так задать некий стиль, в котором это все делается, так найти, да, вот эту эстетику, найти форму, найти вектор, в рамках которого, в принципе, там профессионалы, архитекторы, скульпторы, они уже в рамках этого вектора без особого труда как будто бы находят решение, как это строить дальше. То есть это вот как какой-то там, не знаю, как какая-нибудь песчинка, да, по которой там, из которой можно жемчужину сделать, да, и там... Ну да, да. Сегодня Ватикан официально ведет процесс его канонизации. Человек, умерший на больничной койке как безымянный нищий, может быть провозглашен святым католической церкви. Если убрать туристические толпы, шум, скандалы вокруг имени Гауди, то для меня его гений в удивительном синтезе духовности, искусства и геометрии. Мне кажется, это просто невероятно сочетать в себе мистика, философа, поэта, невероятно верующего человека и величайшего математика. Мое любимое творение Гауди, моя любимая работа Гауди – это небольшой алтарь, это небольшая алтарная часовня, которая находится в Таррагоне. Не буду говорить, в какой церкви, для того, чтобы не появилось там толпы туристов, потому что об этой церкви и об этой работе Гауди на начальном этапе, он был на тот момент еще студентом архитектурной школы, мало кто знает даже из местных. И мне кажется, что там живет частичка его души, и поэтому там очень приятно находиться и смотреть на этот алтарь. В истории были архитекторы, которые строили для королей и для империй. Были те, кто создавал новые стили, которым подражали целые поколения. Но был только один.
кто, подсмотрев законы устройства пчелиных сот и траектории падения цепи, создал архитектуру настолько прочную, что она смогла пережить огонь, забвение и даже смерть самого автора. Он доказал, что если твой главный соавтор, сама природа, твое творение нельзя уничтожить. Оно может только продолжать расти, вечно стремясь в небесах. Вы представляете, в какое время мы с вами живем? Строительство Саграда Фамилия подходит к концу, а с помощью дронов мы можем увидеть то, что находится под куполами, под сводами храма, то, что скрыл от нас Гауди. Вы представляете, насколько он опередил свое время, что некоторые вещи в его храме мы можем увидеть только с помощью современных технологий, дронов. Если вы пойдете на экскурсию в Саграду Фамилию, обязательно скачайте видеогид. Он есть в официальном приложении Саграды, и там все эти пролеты на дронах, вся изнанка храма показана очень хорошо. Видеогид есть на русском языке, так что добро дошли. Создание таких фильмов — это всегда большое приключение, требующее много сил и ресурсов. Поэтому, если эта история нашла отклик в вашем сердце, вы можете очень помочь нашему каналу. Просто поставьте лайк и подпишитесь. Для вас это один клик, а для нас огромный стимул двигаться дальше. Буду невероятно благодарен, если вы станете нашим спонсором на YouTube или Boosty. Это прямая поддержка, которая идет на создание новых, еще более амбициозных проектов. Все ссылки, как всегда, внизу. Спасибо за ваше время и за ваше внимание. Свидимся!